Привет! Сегодня поговорим о том, как удерживать вирусы в ремиссии. Первое, что вам нужно знать, это то, что вирусы не живые. Это генетический материал, заключенный в оболочку. Он дремлет и ждет, когда ваша сопротивляемость снизится, когда вам станет плохо, вы устанете или постареете, и тогда он просыпается, внедряется в клетки организма, захватывает механизм деления и начинает размножаться, чтобы распространиться и уничтожить тело. Иммунитету нужно работать усерднее, чтобы отразить эту атаку. Поэтому иногда на это требуется неделя-полторы, иногда дольше, потому что антибиотики против вирусов не действуют. Вирусы в окружающей среде есть повсюду. Они есть даже в море. В литре морской воды находится более сотни миллиардов вирусов. И находятся они там для того, чтобы разлагать бактерии и сдерживать их рост. Они разлагают бактерии и другие микроорганизмы буквально до атомов. Они как бы помогают избавляться от излишка некоторых микроорганизмов. Но основная моя мысль в том, что вирусы не смогут вам навредить, если только ваши клетки сами им не позволят. То есть вы должны быть уязвимы для вируса. Барьеры или стенки должны быть ослаблены. И вирусы активируют в основном стресс, или плохое питание, или даже радиация, а также многое другое. Но стресс — это самый мощный стимул. Большинство инфекций, прежде чем человек подхватывает инфекцию, или, я бы даже сказал, позволяет вирусам, ведь они уже в теле, захватывать клетки, человек испытывает стресс. Стресс активирует герпес или лишай. Столько вирусных инфекций возникает сразу после стрессовых событий. Это говорит нам, что здоровье надпочечников должно быть на высоте. Нельзя, чтобы надпочечники были больными или не работали, как при болезни Аддисона. Болезнь Аддисона — это состояние, когда надпочечники перегорают. Усталость надпочечников в кубе. При этой болезни появляется много проблем с иммунитетом и много вирусных инфекций. Это очень важно. Надо делать все возможное, чтобы держать уровень стресса на минимуме, ежедневно гулять, правильно питаться, не общаться с теми, кто выводит вас из себя. Да, у многих бывают постоянные проблемы в жизни. Делайте все возможное, чтобы уменьшить эти проблемы. Если у вас проблемы в отношениях, постарайтесь их решить. Или, что ж, найдите себе другую половинку, потому что прежняя делает вас крайне уязвимым для вирусов. Нехватка нутриентов — еще один фактор, особенно микроэлементов, например, цинка или селена. Уязвимость для вирусов растет, потому что клетки слабеют. Иммунитет зависит от этих микроэлементов. Есть ферменты, которые помогают организму с защитой. Радиация — это еще один активатор для проникновения вируса в клетки. Против вирусов есть пара очень важных нутриентов. Пожалуй, среди всех витаминов от вирусов лучше всего защищает витамин С. Квашеная капуста, болгарский перец, листовая зелень — все это очень важно. Ну и куда ж без апельсинового сока, да? Шучу. Апельсиновый сок пастеризован. Это пустышка. Пастеризация, высокая температура убивает витамин С. В соке много глюкозы. В нем нет витамина С, если его не добавили уже потом. А добавляют обычно синтетический витамин С. Вы спросите, а разве нельзя выжать и выпить свежий сок? Да, в нем будет витамин С, но не так много, как вы думаете. Зато будет куча сахара. Вирусы активируют также высокое содержание сахара в рационе. Важно поддерживать уровень витамина С. Витамин А тоже очень важен для сдерживания вирусов. Он жирорастворимый. Витамин D также борется с вирусами и помогает иммунной системе. Хорошим средством будет принимать эти два витамина вместе, в равных пропорциях. 50% витамина А и 50% витамина D. Это масло из печени трески. Ваша бабушка могла вам его давать, когда вы начинали заболевать. Теперь вы знаете почему. Потому что в нем много витаминов А и D. Конечно, можно выйти и погулять на солнышке. Это тоже очень важно. Еще интересно то, что многие заболевают осенью. Ее называют сезоном гриппа. А грипп — это вирус. Почему?
Самое логичное объяснение — это снижение уровня витамина D, потому что лето с его обилием солнца заканчивается, и внезапно наступает темнота, а с ней и резкое падение витамина D, если вы его не принимаете. В итоге вы можете стать уязвимы для вирусов, которые проникнут в тело. И я не рекомендую делать прививки с вакциной, вроде вакцин от гриппа. Мои пациенты, которым ставили вакцину, все равно заболевали гриппом. Лично мне никогда не делали прививку от гриппа. И я никогда не болел гриппом. Лактат кальция тоже хорошо возвращает вирусы в ремиссию. Особенно у детей и малышей, у которых жар или вирус, и вы не уверены, бактерия ли это, или это вирус. Дайте им кальция. Это дешево, безопасно. И вы сразу увидите быстрое отступление вируса, особенно если есть жар или простуда. Даже у взрослых, если появился герпес, он выскакивает на губе. Лактат кальция быстро отправит его в ремиссию. И, конечно, комбинация из кальция и витамина D сработает еще лучше, потому что витамин D в 20 раз повышает усвоение кальция в тонкой кишке. Что ж, это был краткий рассказ о том, что надо сделать, чтобы вернуть вирус в ремиссию. Спасибо за просмотр. Я хочу знать, что вы думаете об этом видео. Пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях.